Урок 1. Советы по покупке продуктов. Привет, Анна. Ты пробовала сравнивать цены на продукты в разных супермаркетах? Привет, Джон. Да, я всегда так делаю. Это отличный способ сэкономить деньги. Абсолютно. В каком супермаркете вы найдете лучшие цены? Ну, это зависит от товара. За свежими продуктами я обычно хожу на местный фермерский рынок. Ах, отличная идея. А как насчет основных продуктов питания в кладовой, таких как рис или макароны? Я обнаружил, что дисконтные магазины часто предлагают на них более низкие цены. Интересно. Мне придется их проверить. А как же мясо и морепродукты? Обычно я хожу в мясную лавку за мясом и на рыбный рынок за морепродуктами. У них, как правило, лучшие качества и цены. Это приятно знать. Я буду иметь это в виду. Какие-нибудь другие советы по покупке продуктов? Не забудьте сравнить цены за единицу. Иногда более крупная упаковка на самом деле более экономична. Ах, понятно. Это полезный совет. Спасибо, что поделились. Урок 2. Варианты проживания в путешествиях. Привет, Анна. Вы думали о том, чтобы остановиться в отелях или хостелах во время путешествий? Привет, Джон. Да, я попробовал оба варианта. Это действительно зависит от поездки и моего бюджета. Понимаю. Что вам удобно в проживании в отелях? Отели обычно предоставляют больше удобств, таких как обслуживание номеров и тренажерный зал. Это отличный вариант для комфортного отдыха. Звучит неплохо. Как насчет стоимости? Как правило, отели дороже. Да, отели могут быть дорогими, особенно в популярных туристических местах. Но иногда вы можете найти выгодные предложения в интернете. Это приятно знать. Как насчет хостелов? Они тоже хороший вариант. Абсолютно. Хостелы отлично подходят для путешественников с ограниченным бюджетом. Они предлагают общие номера в стиле общежития и место общего пользования для общения. Интересно, есть ли недостатки в проживании в хостелах? Что ж, возможно, вам придется жить в одном номере с незнакомцами, а удобства могут быть не такими роскошными, как в отелях. Понимаю. Это компромисс между стоимостью и комфортом. Есть ли другие варианты размещения? Да, есть также аренда на время отпуска, например, квартиры или дома. Они могут стать хорошим выбором для больших групп или длительного проживания. Это хорошие замечания. Я подумаю об этом в своей следующей поездке. Спасибо за информацию. Урок 3. Основы пляжного отдыха. Привет, Анна. Вы видели эти пляжные зонтики и шезлонги? Они идеально подходят для пляжа. Где их найти? Привет, Джон. Да, они отлично подходят для тени и расслабления. Их можно найти в пунктах проката пляжного инвентаря. Это удобно. Их обычно можно арендовать на большинстве пляжей. Да, на многих популярных пляжах поблизости есть пункты проката.
Обычно здесь предлагают зонтики, шезлонги и даже пляжные полотенца. Это приятно знать. Как насчет цен? Доступны ли они? Цены варьируются в зависимости от местоположения и продолжительности аренды. Конкретные тарифы лучше уточнить в пункте проката. Понимаю. Для комфортного дня на пляже оно того стоит. Какие еще пляжные принадлежности нам следует рассмотреть? Не забудьте солнцезащитный крем. Очень важно защитить кожу от вредных солнечных лучей. Вы можете найти его в любом магазине или аптеке. Абсолютно. Солнцезащитный крем просто необходим. Что-нибудь еще нам нужно взять с собой. Рекомендуется взять с собой пляжное полотенце, головной убор и солнцезащитные очки для дополнительного комфорта и защиты от солнца. Отличные предложения. Я обязательно их упакую. Спасибо. Урок 4. Приоритизация безопасности. Привет, Анна. Когда дело доходит до безопасности, к этому не следует относиться легкомысленно. Конечно, лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Привет, Джон. Не могу не согласиться с этим. Безопасность всегда должна быть главным приоритетом, независимо от ситуации. Определенно. Какие меры предосторожности мы можем предпринять для обеспечения нашей безопасности? Одна из важных мер предосторожности – всегда запирать двери и окна дома. Это помогает предотвратить взломы. Это хорошие замечания. Как насчет личной безопасности, когда мы гуляем? Мы должны внимательно следить за своим окружением и избегать прогулок в одиночку по незнакомым или плохо освещенным местам, особенно ночью. Мудрый совет. Есть ли какие-либо меры безопасности, которые мы должны учитывать во время путешествия? Да, важно хранить наши ценности в безопасности и остерегаться карманников в многолюдных туристических районах. Понимаю. Безопасность очень важна как дома, так и во время путешествий. Какими другими советами по безопасности вы можете поделиться? Рекомендуется сохранить контакты экстренных служб в наших телефонах и ознакомиться с местными службами экстренной помощи. Это разумный шаг. Подготовка может иметь большое значение в случае чрезвычайной ситуации. Спасибо, что поделились. Урок 5. Чистящие средства. Привет, Анна. Нам нужны мыло и губки для уборки. Я принесу мыло, а вы возьмете несколько губок. Привет, Джон. Похоже на план. Я пойду в магазин и заберу несколько губок. Отлично. Я позабочусь о том, чтобы у нас было достаточно мыла для предстоящих работ по уборке. Всегда полезно иметь различные губки для разных целей очистки. Я выберу несколько разных типов. Неплохая идея. Мы можем использовать одну губку для посуды, а другую для чистки поверхностей. Именно так. Важно хранить их отдельно, чтобы соблюдать гигиену и предотвращать перекрестное загрязнение. Согласовано. Следует также рассмотреть материал губки. Некоторые из них больше подходят для деликатных поверхностей. Совершенно верно. Мягкие губки или салфетки из микрофибры хорошо подходят для чувствительных областей, таких как стекло или электроника. Хорошие замечания.
Мы не хотим случайно поцарапать или повредить что-либо во время уборки. А когда дело доходит до мыла, мы должны выбрать эффективное, но при этом нежное мыло для рук и очищаемых поверхностей. Да, главное — найти сбалансированное мыло, которое удаляет жир и грязь, но при этом не слишком жесткое. Я поищу универсальное мыло, которое можно использовать для различных задач по уборке дома. Идеальный. Давайте встретимся дома и начнем уборку с наших новых принадлежностей. Похоже на план. Давайте заставим наш дом сверкать и сиять. В самом деле, пришло время решить эти задачи по уборке с помощью нашего нового мыла и губок. Урок 6. Финансовый менеджмент. Привет, Анна. В последнее время я думаю о наших финансах. Никогда не поздно начать лучше распоряжаться своими деньгами. Привет, Джон. Ты абсолютно прав. Контроль над нашими финансами важен для безопасного будущего. Я согласен. Есть ли у вас какие-либо советы о том, как мы можем улучшить управление финансами? Один из ключевых шагов – создание бюджета. Это помогает нам отслеживать наши доходы и расходы и принимать обоснованные финансовые решения. В этом есть смысл. Как обеспечить соблюдение бюджета? Мы можем устанавливать финансовые цели и соответствующим образом расставлять приоритеты в расходах. Важно избегать ненужных расходов и сосредоточиться на экономии. Хорошие замечания. Кстати, о сбережениях. Какие стратегии мы можем использовать для более эффективного сбережения? Мы можем автоматизировать сбережения, ежемесячно настраивая автоматические переводы на отдельный сберегательный счет. Автоматизация кажется умной идеей. Это избавляет от соблазна потратить деньги, прежде чем сэкономить их. Именно так. Другая стратегия заключается в сокращении второстепенных расходов. Небольшие изменения могут со временем привести к значительной экономии. Я учту это. Есть ли другие аспекты финансового управления, которые нам следует рассмотреть? Важно быть в курсе личных финансов. Чтение книг или статей, посещение семинаров или консультации с финансовыми консультантами могут помочь нам принимать более эффективные финансовые решения. Отличный совет. Финансовое образование имеет решающее значение для долгосрочного успеха. Я мотивирован лучше контролировать наши финансы. Рада это слышать. Удачи вам в управлении финансами. Спасибо. Давайте работать вместе для достижения наших финансовых целей и обеспечения более светлого будущего. Урок 7. Защита от солнца. Привет, Анна. Сегодня солнечный день. Это разумно. Я обычно беру с собой зонт, чтобы затениться. Привет, Джон. Это умная идея. Защита от солнца важна для предотвращения солнечных ожогов и долговременного повреждения кожи. Совершенно верно. Какими еще способами мы можем защитить себя от вредных солнечных лучей? Очень важно носить солнцезащитный крем с высоким SPF. Он помогает защитить кожу от вредного ультрафиолетового излучения. Хорошие замечания. Должны ли мы наносить солнцезащитный крем только на пляже или постоянно?
Солнцезащитный крем должен быть частью нашей повседневной жизни даже в пасмурные или прохладные дни. Ультрафиолетовые лучи все еще могут проникать сквозь облака. Я этого не осознавал. Есть ли конкретные области, на которые следует обратить особое внимание при нанесении солнцезащитного крема? Не забывайте наносить солнцезащитный крем на часто упускаемые из виду области, такие как уши, шея и тыльная сторона рук. Я учту это. Как насчет защитной одежды? Играет ли она роль в защите от солнца? Совершенно верно. Ношение широкополых шляп, солнцезащитных очков с защитой от ультрафиолета и легкой одежды с длинными рукавами может обеспечить дополнительную защиту. Это приятно знать. Я обязательно добавлю эти вещи в свой летний гардероб. Прекрасно проявлять инициативу в защите от солнца. Это помогает снизить риск повреждения кожи и рака кожи. Не могу не согласиться с этим. Защита нашей кожи должна быть приоритетом. Спасибо, что поделились этими советами по защите от солнца. Урок 8. Занятие фитнесом. Привет, Анна. Как долго ты бежишь? Обычно я бегаю около 30 минут каждый раз. Привет, Джон. Это здорово. Бег – отличный способ улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Обычно я стремлюсь к такой же продолжительности. Это впечатляет. Сколько дней в неделю вы включаете бег в свою фитнес-программу? Я стараюсь бегать 3-4 раза в неделю, чтобы сохранить стабильность и обеспечить полноценный отдых и восстановление сил. Последовательность играет ключевую роль. Я давно подумываю о том, чтобы разнообразить свои тренировки. Есть предложение. Кросс-тренинг – отличный способ все перепутать. В разные дни вы можете попробовать себя в таких видах спорта, как езда на велосипеде, плавание или силовые тренировки. Похоже, это забавные альтернативы. В чем преимущество кросс-тренинга? Кросс-тренинг помогает проработать разные группы мышц, предотвращает травмы, вызванные чрезмерной нагрузкой, а также улучшает общую физическую форму и силу. Я вижу в этом ценность. Как сохранить мотивацию к занятиям фитнесом? Постановка конкретных целей и отслеживание прогресса могут мотивировать. Также полезно найти напарника по тренировкам или присоединиться к групповым занятиям фитнесом. Хорошие замечания. Наличие системы поддержки может сделать упражнения более приятными. Есть ли у вас другие советы по фитнесу? Важно прислушиваться к своему телу и уделять приоритетное внимание дням отдыха. Достаточное количество сна и гидратация также имеют решающее значение для восстановления организма. Я учту эти советы. Спасибо, что поделились своими мыслями. Мне не терпится улучшить свою физическую форму. Урок 9. Финансовая стабильность. Привет, Анна. Я думала о долгосрочных стратегиях, таких как сбережение и бюджетирование. Они могут обеспечить финансовую стабильность. Привет, Джон. Ты абсолютно прав. Реализация этих стратегий крайне важна для безопасного будущего и душевного спокойствия. Я согласен. Какие у вас есть советы по эффективной экономии денег? Один совет – автоматизируйте сбережения, ежемесячно настраивая автоматические переводы на отдельный счет. Автоматизация звучит удобно.
Это избавляет от соблазна потратить деньги, прежде чем сэкономить их. Именно так. Еще один совет – сократить второстепенные расходы. Небольшие изменения могут со временем привести к значительной экономии. В этом есть смысл. Как создать бюджет для отслеживания наших доходов и расходов? Мы можем начать с перечисления всех источников дохода, а затем отслеживать ежемесячные расходы, разделяя их на основные и второстепенные. Это хорошая отправная. Как обеспечить соблюдение бюджета? Важно установить финансовые цели и соответствующим образом расставить приоритеты в расходах. Поможет избежать ненужных расходов и сосредоточиться на сбережениях. Я учту это. Есть ли другие стратегии, которые нам следует рассмотреть для обеспечения финансовой стабильности? Очень важно быть в курсе личных финансов. Чтение книг или статей, посещение семинаров или консультации с финансовыми консультантами могут помочь нам принимать более эффективные решения. Отличный совет. Финансовое образование – ключ к долгосрочному успеху. Я мотивирован взять под контроль наши финансы. Рада это слышать. Давайте работать вместе для достижения финансовой стабильности и светлого будущего. Спасибо. Вот две разумные финансовые стратегии, которые прокладывают путь к более безопасной и процветающей жизни. Урок 10. Преимущества компостирования. Привет, Анна. Вы пробовали компостировать пищевые отходы. Я слышал, что это имеет несколько преимуществ для окружающей среды. Привет, Джон. Пока нет, но я планирую начать. Компостирование может значительно сократить количество отходов и принести пользу почве в наших садах. Звучит интересно. Как именно работает компостирование? Компостирование включает сбор органических отходов, таких как кожура фруктов, овощные отходы и кофейная гуща, и их естественное разложение. Итак, вместо того, чтобы выбрасывать пищевые отходы, мы можем превратить их в богатый питательными веществами компост для наших растений. Именно так. Компост действует как натуральное удобрение, обогащая почву и способствуя здоровому росту растений. Это просто потрясающе. Есть ли какие-либо конкретные продукты, которые нам следует избегать компостирования? Да, лучше не добавлять мясо, молочные продукты и жирные продукты в компостную кучу, так как они могут привлечь вредителей. Я учту это. Требуется ли для компостирования много места или специальное оборудование? Не обязательно. Вы можете начать с небольшого контейнера для компоста на заднем дворе или даже использовать систему компостирования, предназначенную для квартир или небольших помещений. Это удобно. Есть ли какие-нибудь советы по сохранению здоровой компостной кучи? Чтобы обеспечить надлежащее разложение, важно сбалансировать зеленые материалы, например, пищевые отходы, с коричневыми материалами, например, сухими листьями или измельченной бумагой. Понимаю. Сколько времени нужно для завершения процесса компостирования? Это может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от таких факторов, как температура, влажность и размер компостной кучи. Значит, терпение – это ключ к успеху. Я очень рад начать компостировать и внести свой вклад в создание более экологичной окружающей среды. Это замечательно.
Компостирование – это простой, но эффективный способ сократить количество отходов и улучшить состояние наших садов. Давайте начнем. Спасибо. Давайте перейдем на компостирование и внесем положительный вклад в развитие нашей планеты. Урок 11. Создание системы вознаграждений. Привет, Анна. Вы когда-нибудь думали о создании системы вознаграждений, чтобы сохранить мотивацию и достичь своих целей? Привет, Джон. Да, я считаю, что система поощрений может стать отличным способом сохранить мотивацию. Вы уже пробовали? Пока нет, но я подумываю об этом. Какими способами мы можем внедрить систему вознаграждений? Одна из идей заключается в том, чтобы ставить вехи на пути к достижению наших целей и вознаграждать себя за их достижение. Это может быть что-то маленькое, но приятное. Похоже, это хороший подход. Какие примеры вознаграждений мы можем себе дать? Это может быть побаловать себя любимым блюдом, купить новую книгу или гаджет или даже запланировать отпуск на выходные в качестве большей награды. Похоже, это отличные стимулы. Как обеспечить эффективность нашей системы вознаграждений? Важно выбирать награды, которые действительно мотивируют нас и соответствуют нашим ценностям и интересам. Главное – настроить систему в соответствии с нашими предпочтениями. Настройка имеет смысл. Должны ли мы установить конкретные правила или рекомендации по получению вознаграждений? Да, установление четких критериев получения вознаграждений может сделать систему более структурированной и помочь нам сосредоточиться на достижении поставленных целей. Я вижу в этом ценность. Как часто мы должны вознаграждать себя? Это зависит от характера наших целей и этапов. Небольшие награды можно вручать чаще, а более крупные награды можно зарезервировать за большие достижения. Это хороший подход. Есть ли потенциальные недостатки системы вознаграждений, на которые следует обратить внимание? Иногда, если мы слишком сосредоточимся на вознаграждениях, мы можем упустить из виду внутреннюю ценность наших целей. Важно найти баланс. Баланс действительно играет ключевую роль. Я рад внедрить систему поощрений и сделать свой путь к достижению целей более приятным. Отлично! Поощряя себя на этом пути, вы сможете сделать этот процесс более увлекательным и полезным. Желаем вам успеха! Спасибо. Давайте воспользуемся системой поощрений и будем радоваться нашим достижениям. Урок 12. Приготовление пиццы. Привет, Анна. В последнее время я жажду домашней пиццы. Как вы думаете, какую начинку нам следует добавить? Привет, Джон. Согласен, домашняя пицца звучит очень вкусно. Не забудьте и про сыр. Конечно, стоит ли нам также добавлять овощи? Абсолютно. Как насчет нарезанного болгарского перца и грибов? Они придают отличный вкус и текстуру. Звучит превосходно. Мы также можем добавить немного свежих листьев базилика для придания свежести. Отличная идея. И, возможно, мы можем посыпать хлопьями красного перца для придания остроты. Мне это нравится. Приготовить тесто для пиццы с нуля или купить готовое тесто. Давайте попробуем приготовить тесто самостоятельно. Это будет увлекательный и приятный процесс.
Я готова принять вызов. Есть ли у нас все ингредиенты для теста, например, мука и дрожжи? Да, у нас есть. Для приготовления теста нам также понадобится теплая вода и щепотка соли. Замечательно. Когда тесто будет готово, мы можем раскатать его и придать ему круглую корочку для пиццы. А затем мы можем намазать корочку слоем томатного соуса, прежде чем добавлять начинку. Идеальный. После этого посыпаем сверху обильным количеством сыра, а затем разложим овощи. Звучит уже вкусно. Наконец, мы запечем пиццу в духовке, пока корочка не станет золотистой, а сыр не расплавится. Не могу дождаться, когда смогу насладиться нашей домашней пиццей. Это будет очень вкусное угощение. Конечно, так и будет. Давайте начнем делать тесто. Я соберу ингредиенты, и вы сможете разогреть духовку. Похоже на план. Давайте приготовим аппетитную пиццу, которая понравится нам обоим. Совершенно верно. Вас ждет веселое и ароматное приключение по приготовлению пиццы. Урок 13. Натуральный уход за кожей. Эй, вы когда-нибудь думали об использовании натуральных средств по уходу за кожей? Я слышала, что они могут быть полезны для нашей кожи. Привет, Джон. Да, я уже некоторое время использую натуральные продукты. Они мягче воздействуют на кожу и не содержат вредных химических веществ. Это интересно. Какие примеры натуральных средств по уходу за кожей мы можем включить в нашу повседневную жизнь? Есть много вариантов. Мы можем использовать натуральные масла, такие как кокосовое масло или масло жожоба, в качестве увлажняющих средств и гель алоэ вера для успокоения кожи. Похоже, это простые, но эффективные решения. А как насчет очищающих средств и отшелушивающих средств? Мы можем выбрать очищающие средства, изготовленные из натуральных ингредиентов, таких как масло чайного дерева или экстракт ромашки. Для отшелушивания хорошо подойдет домашний скраб с сахаром или кофейной гущей. Понимаю. Существуют ли натуральные средства для лечения определенных проблем кожи, таких как прыщи или сухость? Определенно. Масло чайного дерева обладает антибактериальными свойствами, которые помогают при прыщах, а мед и авокадо отлично увлажняют сухую кожу. Я учту их. Легко ли доступны натуральные средства по уходу за кожей? Да, многие бренды предлагают натуральные и органические продукты, и мы также можем делать собственные продукты своими руками, используя ингредиенты из нашей кухни. Всегда полезно тестировать новые продукты на наличие аллергических реакций. Кроме того, не забывайте о сроках годности домашних продуктов. Приятно знать. Заметили ли вы какие-либо конкретные преимущества после перехода на натуральный уход за кожей? Лично я заметила, что моя кожа стала более здоровой и сбалансированной. Натуральные продукты могут помочь улучшить общий внешний вид и текстуру кожи. Это отличный стимул попробовать натуральный уход за кожей. Я обязательно рассмотрю этот вариант дальше. Это замечательно. Уход за кожей с помощью натуральных продуктов – это заботливый и внимательный подход. За здоровую кожу!
Спасибо. Давайте начнем использовать натуральный уход за кожей и извлечь пользу из нее. Урок 14. Изучение ярких цветов. Привет, Анна. В последнее время у меня яркое настроение. Мне нравятся яркие цвета, поэтому я буду искать что-то красочное. Есть предложение. Привет, Джон. Звучит захватывающе. Если вы хотите добавить яркие цвета в свой гардероб, попробуйте добавить эффектные вещи, такие как яркая блузка или красочный шарф. Отличная идея. Я обязательно найду несколько эффектных вещей, которые украсят мою одежду. А как же аксессуары? Аксессуары – отличный способ добавить ярких красок. Вы можете попробовать яркие серьги, яркие часы или даже яркий ремень, чтобы оживить свой образ. Мне нравится идея использовать аксессуары, чтобы заявить о себе. Есть ли особые цвета, которые кажутся вам особенно яркими? Это зависит от личных предпочтений, но такие цвета, как красный, желтый, королевский синий и изумрудно-зеленый, часто считаются яркими и привлекающими внимание. Вот несколько ярких цветов. Я буду помнить о них во время шопинга. Как насчет домашнего декора? Есть предложения по добавлению ярких красок в мое жилое пространство. Совершенно верно. Вы можете использовать яркие цвета в подушках, ковриках или даже произведениях искусства. Подумайте о том, чтобы добавить красочную акцентную стену или картину, чтобы создать центр внимания в Это отличный комнате. способ привнести энергию в мое жилое пространство. Я рассмотрю различные варианты добавления ярких красок в свой дом. Есть другие идеи. Если вы любите заниматься садоводством, посадка ярких цветов или установка ярких горшков могут придать вашему открытому пространству всплеск красок. Это фантастическое предложение. Я поработаю над созданием красочного сада, которым можно наслаждаться. Яркие цвета действительно могут поднять настроение. Спасибо. Урок 15. Покупки в интернете. Привет, Анна. Вы когда-нибудь пробовали делать покупки в интернете? Я слышала, что в интернете может быть немного дешевле. Приятно это знать. Как насчет тебя? Привет, Джон. Да, я сделал довольно много покупок в интернете. Это удобно и предлагает более широкий спектр возможностей. Кроме того, часто можно найти более выгодные предложения и скидки. Приятно это слышать. Есть ли какие-либо конкретные веб-сайты или платформы, которые вы рекомендуете для покупок в интернете? Существует множество популярных онлайн-площадок, таких как Amazon и eBay, которые предлагают широкий выбор товаров. Кроме того, многие бренды имеют собственные интернет-магазины с эксклюзивными предложениями. Я проверю их. Есть ли какие-либо меры предосторожности, которые мы должны предпринять при совершении покупок в интернете? Совершенно верно. Важно делать покупки на авторитетных веб-сайтах, чтобы обеспечить безопасные транзакции и защитить вашу личную информацию. Чтение отзывов клиентов также может помочь оценить качество продуктов. Это хороший совет. Как насчет возврата и обмена? Легко ли их обработать при совершении покупок в интернете? Возврат и обмен зависят от политики веб-сайта или магазина. Перед покупкой важно ознакомиться с политикой возврата товара, чтобы понять суть процесса. Я учту это. Есть ли какие-нибудь советы по поиску лучших предложений и скидок в интернете?
Определенно. Подписываясь на информационные бюллетени или подписываясь на бренды в социальных сетях, вы получите доступ к эксклюзивным акциям и кодам купонов. Сравнение покупок также поможет вам найти лучшую цену. Это полезно. Я обязательно воспользуюсь этими стратегиями. Есть ли что-то еще, что мне нужно знать о покупках в интернете? Всегда полезно перепроверять сведения о продукте, такие как таблицы размеров и спецификации, чтобы убедиться, что вы получаете то, что ожидаете. Кроме того, обратите внимание на стоимость доставки и сроки доставки. Я обязательно уделим внимание этим деталям. Спасибо, что поделились своими идеями и советами по покупкам в интернете. Урок 16. Эффективная коммуникация на рабочем месте. Привет, Анна. Я хотела поговорить с тобой об улучшении наших коммуникативных навыков на работе. Важно поддерживать хорошие отношения с коллегами и начальством. Есть предложение. Привет, Джон. Безусловно, эффективная коммуникация имеет решающее значение для продуктивной рабочей среды. Один совет: будьте готовы к важным обсуждениям или встречам. Отличное замечание. Подготовка помогает нам четко сформулировать свои мысли. Как насчет активного слушания? Как это улучшить? Активное слушание предполагает полное внимание к говорящему и соответствующую реакцию. Мы можем практиковаться, поддерживая зрительный контакт, задавая соответствующие вопросы и подытоживая услышанное. Я учту это. Как насчет невербального общения? Как сделать так, чтобы язык тела был позитивным и увлекательным? Невербальные сигналы, такие как мимика и осанка, могут многое передать. Важно сохранять открытую и доступную позицию, а также внимательно относиться к мимике, чтобы проявлять интерес и внимательность. В этом есть смысл. Я постараюсь внимательнее относиться к невербальному общению. Как насчет письменного общения? Какие-нибудь советы по созданию эффективных электронных писем или сообщений? Четкое и лаконичное письмо очень важно. Структурирование наших электронных писем с указанием правильного введения, текста и заключения поможет эффективно донести наши послания. Также важна корректура грамматических и орфографических ошибок. Я буду уделять больше внимания структуре и ясности моего письменного сообщения. Есть ли проблемы, с которыми мы можем столкнуться при общении на рабочем месте? Недоразумения могут возникать из-за разных стилей общения и культурных традиций. Важно набраться терпения, при необходимости обращаться за разъяснениями и быть готовыми к разным точкам зрения. Я учту это. Эффективная коммуникация — это непрерывный процесс обучения. Спасибо, что поделились этими ценными идеями. Урок 17. Изучение Таиланда. Привет, Анна. Я много слышала о Таиланде. Какая там погода? Мне интересно узнать. Привет, Джон. Климат Таиланда тропический, поэтому круглый год здесь обычно тепло и влажно. Однако существуют различия в зависимости от региона и времени года, в которое вы приезжаете. Это интересно. Есть ли в Таиланде определенные сезоны или они в основном одинаковы круглый год? В Таиланде 3 основных сезона: жаркий сезон, сезон дождей и прохладный сезон. Жаркий сезон длится с марта по май, сезон дождей – с июня по октябрь, а прохладный сезон – с ноября по февраль.
Приятно знать разные времена года. Чего я могу ожидать в жаркое время года с точки зрения температуры и погодных условий? В жаркое время года температура может достигать 35-40 градусов по Цельсию, от 95 до 104 градусов по Фаренгейту. Обычно здесь солнечно, иногда бывают грозы или кратковременные дожди. Звучит довольно круто. Как насчет сезона дождей? Дождь идет постоянно в течение дня. В сезон дождей вы можете ожидать частых ливневых дождей, часто днем или вечером. Рекомендуется взять с собой зонт или дождевик. Несмотря на дождь, солнечных дней все еще много. Если приеду в сезон дождей, я обязательно соберу с собой все необходимое. А как же прохладное время года? Здесь значительно прохладнее по сравнению с другими сезонами. Да, прохладное время года приносит более умеренные температуры от 20 до 30 градусов по Цельсию, от 68 до 86 градусов по Фаренгейту. Обычно здесь солнечно и менее влажно, поэтому это популярное время для туристов. Похоже, это приятное время для знакомства с Таиландом. Есть ли конкретные регионы или города, которые вы рекомендуете посетить? Бангкок, столица, предлагает яркое сочетание культуры, еды и достопримечательностей. Чиангмай на севере известен своими храмами и прекрасными пейзажами. Пхукет и Краби на юге предлагают потрясающие пляжи и острова. Эти места звучат потрясающе. Я обязательно подумаю о том, чтобы их посетить. Спасибо, что поделились информацией о погоде и достопримечательностях Таиланда. Урок 18. Основы путешествий. Привет, Анна. Мне нужен совет по путешествиям. Могу ли я взять с собой вручную кладь жидкости или острые предметы? Привет, Джон. Что касается жидкостей, вы можете взять с собой небольшие контейнеры с жидкостями, гелями и аэрозолями в ручной клади. Однако объем каждого контейнера не должен превышать 100 мл, 3,4 унции, и все контейнеры должны помещаться в прозрачный закрывающийся пластиковый пакет. Это приятно знать. А как насчет острых предметов, таких как ножницы или карманные ножи? Как правило, острые предметы, такие как ножницы с лезвиями менее 6 см, 2,36 дюйма, и карманные ножи с лезвиями менее 6 см, 2,36 дюйма, разрешается провозить в зарегистрированном багаже, но не в ручной клади. Важно ознакомиться со специальными рекомендациями Во избежание авиакомпании. проблем я обязательно возьму с собой в зарегистрированный багаж острые предметы. Могу ли я получить посадочный талон онлайн или мне нужно забрать его на стойке регистрации? Многие авиакомпании предлагают услуги онлайн-регистрации, где вы можете получить посадочный талон в электронном виде. Вы можете распечатать его дома или использовать мобильный посадочный талон на смартфоне. Это удобно и экономит время в аэропорту. Отлично. Я предпочитаю удобство онлайн-регистрации. Существуют ли ограничения по размеру и весу ручной клади? Авиакомпании имеют специальные правила в отношении размера и веса ручной клади. Обычно рекомендуется проверять наиболее точную информацию на веб-сайте авиакомпании. Как правило, ручная кладь должна помещаться в верхнюю корзину или под передним сиденьем. Я обязательно ознакомлюсь с инструкциями авиакомпании, чтобы избежать проблем с ручной кладью. Как насчет запрещенных предметов? Есть ли обычные вещи, которые мне не следует упаковывать? Да,
Некоторые предметы нельзя провозить ни в ручной кладе, ни в зарегистрированном багаже. К ним относятся легковоспламеняющиеся материалы, взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и некоторые химические вещества. Важно ознакомиться со списком запрещенных предметов, предоставленным Я авиакомпанией или обязательно просмотрю соответствующими список запрещенных органами. предметов, чтобы не упаковать запрещенные предметы. Спасибо за помощь. Урок 19. Превращение его в жизнь. Привет, Анна. Я думала о постановке целей, но иногда мне кажется, что это ошеломляет. Какие-нибудь советы, как сделать это более практичным и менее субъективным? Привет, Джон. Безусловно, постановка реальных целей важна для достижения прогресса. Один из способов – разбить цели на более мелкие, поддающиеся измерению задачи. Таким образом, вы сможете более эффективно отслеживать свой прогресс. В этом есть смысл. Итак, вместо расплывчатой цели типа «стать здоровее», мне следует сосредоточиться на конкретных действиях. Именно так. Вместо общей цели вы можете поставить перед собой конкретные действия, такие как тренируйтесь 3 раза в неделю или ешьте сбалансированную пищу каждый день. Таким образом, вам нужно следовать четким шагам. Таким образом, он становится более ощутимым и его легче отслеживать. А как насчет субъективного аспекта постановки целей? Как сделать этот вопрос менее субъективным? Хороший подход – сделать ваши цели более объективными, указав цифры или конкретные критерии. Например, вместо слов «улучшите мои коммуникативные навыки», вы можете поставить перед собой цель провести презентацию без заметок. Отличная идея. Добавляя конкретные критерии, я могу оценить свой прогресс и узнать, когда я достиг цели. Существуют ли другие стратегии, позволяющие сделать цели более достижимыми? Другая стратегия заключается в установлении сроков достижения ваших целей. Сроки создают ощущение срочности и помогают сохранять мотивацию. Разбивка целей на более короткие сроки также может облегчить их выполнение. Установление сроков звучит эффективно. Это повышает чувство ответственности и помогает сосредоточиться. Я обязательно учту это в процессе постановки целей. Спасибо. Добро пожаловать! Помните, что важно регулярно пересматривать и корректировать свои цели по мере необходимости. Гибкость – ключ к успеху. Безусловно, гибкость позволяет адаптироваться по ходу дела. Мы должны ставить перед собой реальные цели и добиваться прогресса в реализации наших устремлений. Урок 20. Адаптация стратегий. Привет, Анна. Я думала о наших бизнес-стратегиях. Должны ли мы адаптировать их, учитывая растущий рынок? Привет, Джон. Безусловно, на динамичном и растущем рынке крайне важно адаптировать наши стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными. Нам необходимо постоянно оценивать и корректировать наш подход. Это правда. Итак, как определить, эффективны ли наши текущие стратегии? Один из способов – анализ рыночных тенденций и отзывов клиентов. Наблюдая за рынком и прислушиваясь к мнению наших клиентов, мы можем определить области, в которых наши стратегии могут нуждаться в корректировке. В этом есть смысл. Важно быть в курсе рынка и понимать меняющиеся потребности наших клиентов. Какие показатели указывают на необходимость адаптации стратегии? Потенциальными индикаторами являются снижение продаж, усиление конкуренции или изменение предпочтений клиентов.
Эти признаки указывают на то, что наши текущие стратегии могут оказаться не такими эффективными, как Я раньше. согласен. Мы должны проявлять инициативу и реагировать на эти показатели. Итак, как только мы определим необходимость адаптации, какие шаги нам следует предпринять? Во-первых, нам следует провести тщательный анализ наших текущих стратегий и их результатов. Затем мы сможем определить области, нуждающиеся в улучшении, и разработать новые подходы к меняющейся динамике рынка. Похоже, это комплексный подход. Нам следует использовать подход, основанный на данных, чтобы понять, что работает, а что нет. Есть ли риски, связанные с адаптацией стратегий? Да, существуют риски, такие как потенциальные сбы и необходимость в дополнительных ресурсах. Однако риск неадаптации и отставания на растущем рынке может быть еще выше. Это верное замечание. Риски стагнации перевешивают риски адаптации. Давайте воспользуемся возможностью развиваться и расти. Спасибо за ваши идеи. Урок 21. Терапия розничной торговли, покупка одежды. Привет, Анна. Ты сделала покупки? Да, я купила одежду. Привет, Джон. Это здорово. Покупка одежды может доставлять удовольствие. Что вы купили? Я купила стильные джинсы и пару модных футболок. Я хотела обновить свой гардероб. Хороший выбор. Всегда хорошо иметь универсальные вещи, такие как джинсы и футболки, которые можно легко комбинировать и сочетать. Совершенно верно. Мне хотелось чего-то удобного, но модного. Ты купил что-нибудь интересное? Да, я нашла красивое платье для особого случая и уютный свитер на предстоящие холодные месяцы. Звучит замечательно. Всегда приятно иметь в гардеробе как нарядные, так и повседневные вещи. Определенно. Разнообразие играет ключевую роль, поэтому вы готовы к разным событиям и погодным условиям. Я согласен. Кроме того, важно иметь одежду, в которой вы чувствуете себя уверенно и комфортно. Совершенно верно. Когда вы чувствуете себя хорошо в своей одежде, это повышает вашу самооценку и общее настроение. Это так. Удивительно, как одежда влияет на наши эмоции и на то, как мы представляем себя миру. В самом деле, мода– это форма самовыражения. Она позволяет нам продемонстрировать свою индивидуальность и стиль. Определенно. А в условиях смены сезонов самое время изучить новые модные тенденции и поэкспериментировать с разными образами. Совершенно верно. Приятно видеть новые коллекции и находить вещи, которые соответствуют вашему индивидуальному стилю. Не могу не согласиться с этим. Это все равно, что открыть для себя новую сторону, выбрав модную одежду. В этом прелесть моды. Она постоянно развивается и позволяет нам постоянно изобретать себя заново. И дело не только в самой одежде. Речь также идет о покупках и поиске скрытых сокровищ. Вы правы. Найти идеальный предмет или наткнуться на выгодную сделку может быть очень волнительно. Это, безусловно, добавляет удовольствия от шопинга. Это все равно, что отправиться на поиски сокровищ.
Совершенно верно. Итак, вы довольны своими недавними покупками. Вы нашли все, что искали. Да, я довольна своими покупками. Они хорошо сидят по фигуре и соответствуют моему личному стилю. Это была успешная поездка по магазинам. Приятно это слышать. Приятного вам ношения новой одежды и обновленного гардероба. Спасибо. Я ценю ваши добрые слова. Мы хотим чувствовать себя стильно и уверенно в своих модных решениях. Урок 22. Безмятежные пространства. Создание аккуратного дома. Привет, Анна. Мне пришла в голову мысль. Это отличная идея. Ухоженный дом может принести столько покоя и гармонии. Привет, Джон. Не могу не согласиться с этим. Когда окружающая среда организована и свободна от беспорядка, это положительно влияет на наше самочувствие. Определенно. Удивительно, как чистое и аккуратное пространство может способствовать ощущению спокойствия и ясности. Совершенно верно. Это позволяет нам лучше сосредоточиться, снижает стресс и создает более благоприятную атмосферу. Это так. Я заметила, что когда я ухожу в своем помещении, я чувствую себя более мотивированной и продуктивной. В самом деле. Итак, есть ли у вас какие-либо советы о том, как поддерживать чистоту в жилом помещении? Конечно. Один совет. Выделите определенные места для разных вещей, чтобы у всего было свое жилище. Это отличная отправная. Наличие специально отведенного места для каждого предмета упрощает поиск и убирание вещей. Именно так. Это избавляет от необходимости искать вещи и предотвращает накопление мусора. Я вижу в этом ценность. Как насчет организации мест для хранения вещей, таких как шкафы и шкафы? Хороший вопрос. Один из эффективных способов – сгруппировать похожие предметы и использовать контейнеры для хранения или этикетки, чтобы упорядочить вещи. В этом есть смысл. Классификация предметов и использование решений для хранения позволяют максимально использовать пространство и сделать вещи легкодоступными. Совершенно верно. Важно максимально использовать складские помещения и обеспечить, чтобы все было на своем месте. Я учту это. Как насчет процедур уборки? Какие-нибудь советы по поддержанию чистоты в доме? Регулярные процедуры уборки могут иметь большое значение. Разбивка задач на управляемые части и планирование их выполнения помогают поддерживать чистоту. Это практический подход. Распределение задач по уборке становится менее сложным и более управляемым. Именно так. Главное – постоянство. Выделение определенного времени на уборку делает уборку привычкой, а не утомительной рутиной. Я согласен. Когда уборка становится регулярной частью нашей повседневной жизни, поддерживать порядок в доме легче. Совершенно верно. А вовлечение всей семьи в процесс уборки может сделать его более эффективным и приятным. Отличная идея. Разделение ответственности и командная работа способствуют формированию чувства общей ответственности и достижений. Определенно.
Кроме того, это прекрасная возможность провести время вместе, одновременно заботясь о доме. Мне нравится идея превратить уборку в сближающее занятие. Это вносит положительный аспект в процесс. Я рада, что вы так думаете. Чистый и организованный дом приносит пользу не только нам самим, но и создает уютное пространство для гостей. В самом деле, это производит положительное впечатление и заставляет других чувствовать себя комфортно и непринужденно. Урок 23. Непрерывное обучение, изучение курсов. Привет, Анна. Ты недавно посещала какие-нибудь курсы? Я планирую поступить в ближайшее время. Привет, Джон. Это просто фантастика. Непрерывное обучение – это всегда отличная идея. Какие курсы вы рассматриваете? Я подумываю записаться на курс фотографии. Мне всегда было интересно запечатлеть моменты через объектив. Звучит замечательно. Фотография – это фантастический способ выразить творческий потенциал и исследовать окружающий мир. Совершенно верно. Кроме того, изучение правильной техники и композиции может вывести мои навыки фотографии на новый уровень. Определенно. Приятно развивать свои способности и учиться у опытных инструкторов или профессионалов в этой области. Не могу не согласиться с этим. Итак, вы посещали какие-нибудь курсы в последнее время? Да, я недавно закончила языковой курс. Я хотела освежить свои разговорные навыки на иностранном языке. Это впечатляет. Изучение нового языка открывает двери для разных культур и расширяет наши горизонты. В самом деле, это полезный опыт, позволяющий лучше общаться с людьми из разных слоев общества. Могу себе представить. Языковые навыки ценны как в личной, так и в профессиональной среде. Совершенно верно. Это помогает налаживать связи, способствует взаимопониманию и даже может открыть новые возможности. Это так. Итак, какие факторы вы учитываете при выборе курса? Одним из важных факторов является соответствие курса вашим интересам и целям. Очень важно с энтузиазмом относиться к тому, что вы изучаете. Я согласен. Искренний интерес к предмету стимулирует мотивацию и делает процесс обучения более приятным. Именно так. Кроме того, для включения курса в ваше расписание крайне важно учитывать структуру, продолжительность и гибкость курса. В этом есть смысл. Важно найти курс, соответствующий вашему стилю жизни и позволяющий эффективно распределять время. Совершенно верно. Кроме того, важно изучить репутацию и авторитет поставщика курса или учебного заведения. Я вижу в этом ценность. Обеспечение преподавания курса квалифицированными преподавателями улучшает учебный процесс. Определенно. Вы хотите поучиться у экспертов, которые могут предоставить ценную информацию и рекомендации. Я учту эти факторы при выборе курса. Важно принять взвешенное решение. Совершенно верно. И помните, что обучение – это путешествие длиною в жизнь.
Оно распространяется не только на формальное образование, но и на различный опыт. Вы правы. Обучение может происходить по-разному, от курсов до семинаров, книг и даже повседневного общения. Урок 24. Приключения в страсти к путешествиям. Советы по успешному путешествию. Привет, Анна. Скоро я планирую поездку. Какие-нибудь советы по успешному путешествию? Привет, Джон. Звучит захватывающе. Дорожные поездки могут быть очень интересными. Один совет. Заранее спланируйте маршрут и остановки. Хорошие замечания. Очень важно спланировать путешествие и знать, где остановиться, чтобы отдохнуть, поесть и посетить достопримечательности. Совершенно верно. Это помогает обеспечить комфортное и приятное путешествие без каких-либо сюрпризов в последнюю минуту. Я запишу это на заметку. Как насчет упаковки предметов первой необходимости? Есть предложение о том, что взять с собой. Определенно. Возьмите с собой предметы первой необходимости, такие как закуски, воду, аптечку первой помощи и предметы первой необходимости. Кроме того, не забудьте хороший плейлист. Это важно. Предотвращение обезвоживания и наличие под рукой перекусов могут сделать поездку более комфортной и удобной. Совершенно верно. А хорошо подобранный плейлист создает атмосферу путешествия и поднимает настроение. Я согласен. Музыка задает настроение и создает незабываемые моменты на этом пути. Какие-нибудь другие советы по успешному путешествию? Еще один совет – иметь базовое представление о местных правилах дорожного движения и положениях мест, через которые вы будете ехать. Это хорошие замечания. Ознакомление с правилами гарантирует безопасное и беспроблемное путешествие. Определенно. Также полезно иметь запасной план на случай непредвиденных обстоятельств, таких как перекрытие или объезд дорог. Я вижу в этом ценность. Подготовка к неожиданным изменениям в маршруте поможет сэкономить время и свести к минимуму стресс. Совершенно верно. Кроме того, имейте под рукой наличные на случай оплаты проезда, парковки или любых других ситуаций, когда платежи по картам могут быть недоступны. Это практический совет. Наличие наличных в качестве резервной копии позволяет избежать неудобств во время поездки. Точно. Наконец, не забудьте насладиться самим путешествием. Делайте перерывы, любуйтесь пейзажами и создавайте незабываемые воспоминания. Не могу не согласиться с этим. Дело не только в том, чтобы добраться до места назначения, но и насладиться моментами в пути. Именно так. Дорожные путешествия предлагают уникальное ощущение свободы и приключений. Воспользуйтесь этим опытом в полной мере. Я учту все эти советы. Спасибо, что поделились своей мудростью. Я с нетерпением жду предстоящей поездки на автомобиле. Урок 25. Основы приключений. Упаковка вещей для поездки. Привет, Анна. Я готовлюсь к нашей предстоящей поездке. Должны ли мы включить аптечку первой помощи? Привет, Джон. Совершенно верно. Всегда полезно иметь под рукой аптечку первой помощи на случай непредвиденных ситуаций. В этом есть смысл. Безопасность должна быть приоритетом. Я займусь этим и позабочусь о том, чтобы товар был в наличии. Отлично. Что еще взять с собой?
кроме аптечки первой помощи, чтобы отправиться в путешествие. Мы должны учитывать погодные условия и соответствующим образом упаковать вещи. Многослойная одежда – это всегда хорошая идея. Определенно. Многослойность позволяет нам адаптироваться к меняющимся температурам и обеспечивает комфорт на протяжении всей поездки. Правильно. И не забудьте такие предметы первой необходимости, как туалетные принадлежности, солнцезащитный крем и средства от насекомых для активного отдыха. Хорошие замечания. Защита кожи от солнца и насекомых очень важна для приятных впечатлений. Совершенно верно. Кроме того, мы должны взять с собой универсальную и удобную обувь для различных видов деятельности, которыми мы можем заниматься. Совершенно верно. Правильно подобранная обувь позволяет нам путешествовать и наслаждаться приключениями на свежем воздухе без дискомфорта. Я согласен. А еще неплохо взять с собой многоразовую бутылку для воды, чтобы избежать обезвоживания во время путешествия. Определенно. Очень важно избегать обезвоживания, а многоразовая бутылка помогает сократить количество отходов. Это правда. И давайте не будем забывать о необходимых документах, таких как удостоверение личности, туристическая страховка и копии важной информации. Совершенно верно. Обеспечение упорядоченности и доступности наших документов обеспечивает комфортное путешествие. Правильно. Мы также должны взять с собой закуски и развлечения для путешествия, например, книги или портативные игры. Отличная идея. Наличие под рукой закусок и развлечений позволяет нам зарядиться энергией и развлечься в течение длительного времени. Именно так. И, наконец, давайте не забудем камеру, чтобы запечатлеть все прекрасные моменты и пейзажи. Конечно. Камера помогает нам сохранять воспоминания и делиться впечатлениями с другими. Я рада, что мы пришли к единому мнению. Со всем этим необходимым наша поездка будет приятной и безопасной.